хочу сказать, что я никого ни к чему не призываю. Я лишь только хочу, чтобы вы знали правду. Сегодня я хочу поговорить немного о необычной теме в контексте наших обсуждений. И эта тема кинематографа начала 90-х, даже начала 80-х годов и по сегодняшний день. И как в кинематографе нам предоставляется информация об инопланетянах. Сразу хочу сказать, многие обыватели думают, что кинематографичные фильмы об инопланетянах — это все фантастика, это все неправда, это не заслуживает внимания. Отчасти это так. Но в настоящее время нам, как сотрудникам Стрэнджа, и мне лично известно, что существует 3 расы инопланетян, которые так или иначе воздействуют на нашу планету и на жителей планеты Земля. Это раса рептилоидов, то есть рептильных существ, с планеты из созвездия Плеяд, с планеты Селбет. Что касается рептилоидов, то в геноме человека присутствуют и гены, и как остаток от их цивилизации в нашем геноме присутствует рептильный мозг в строении головного мозга. Скажем так, эта часть головного мозга отвечает за удовольствие, насилие и самосохранение. Именно поэтому мы неоднократно сталкивались и описывали свидетельства потерпевших женщин, столкнувшихся с сексуальным насилием со стороны рептилоидов. Что касается других рас, то это инсектоиды и так называемые серые роиды, или роиды. Каждый ставит ударение по-своему, я предпочитаю называть их роидами. Сами по себе роиды являются биороботами, а не самостоятельными существами. А теперь вернемся к вопросу о кинематографе. Если говорить немножко упрощенно, то в кинематографе представлены практически все 3 расы существ. Инсектоиды представлены в фильме «Звездный десант». Это так называемые насекомоподобные существа. Серые представлены во множестве фильмов, и в том числе, вот, допустим, из последних это «Потемневшие небеса», «Огонь в небе», это уже из старых. И что касается именно рептилоидов, рептилоиды — это единственная раса, которая минимально представлена в кинематографе. Есть ряд очень старых фильмов, когда правда пробивалась еще на телевидении и кинематограф. Но в настоящее время они забыты. И все что касается информации, предоставляемой в кинематографе, была предпринята попытка, между прочим, властями и правительствами с помощью кинематографа увести мнение людей и мысли людей немножко в другую сторону. Доподлинно нам известно, что на планете Земля сейчас хозяйничают все эти 3 расы, но только 2 из них являются псевдомыслящими. Это раса рептилоидов, которые обладают способностью творчески и логически мыслить, которые способны работать с техникой, способны работать с живыми препаратами и ставить опыты на людях. И ради своего удовольствия они также могут похищать людей и творить с ними там немыслимое. Что касается инсектоидов, то они живут инстинктами, подчиняющимися этому ихнему насекомому социуму. Вот. Что касается роидов, то они подвластны чужой воле и не проявляют эмоций при работе с живыми организмами. Хитрые и изощренные. Если от себя порекомендовать то, что где можно еще наткнуться на правду, это старый фильм, он называется «Они среди нас». Вот там как раз показана инфильтрация вот этих существ, их мимикрия под человека и негласное воздействие на социальные сферы, политические и так далее. Это негласно дало понять людям, что мир порабощен. Это не теория заговора, это действительность, которая преследует и присутствует среди нас. И еще несколько слов о кинематографе. Все помнят нашумевший фильм «Поле битвы Земля». Может быть, кто-то и не помнит, я не знаю.
В настоящее время эти фильмы искать все труднее и труднее, они пропадают из интернета. Но там суть фильма о том, как люди, их называли человека-скоты или зверолюди, они добывали золото на планете Земля для некой космической расы, которая нуждалась в этом золоте. На данный момент, в настоящее время, выбурено, добыто просто миллионы тонн золота, где они все? Миллионы тонн алмазов и так далее, где это все? Многие могут сказать, что все это уходит на платы, на полупроводники, на детали и так далее. Ну, в пропорциональном соотношении это не так. Если золото где-то хранится золотыми слитками, то опять же это не так. Потому что тот пресловутый Форт Нокс, он в настоящее время он пустой, все золотые фонды, они находятся в валюте. Поэтому это тоже как бы повод задуматься о том, кем и как используется наша земля. Также можно обратиться к древнему старому мифу об Архаптарсисе, то есть миф о древних анунаках, которые затребовали золото с планеты Земля, чтобы создать себе удерживающий слой для атмосферы. Как это делалось? Это многие миллионы, миллиарды мельчайших золотых иголок поднимались в атмосферу и формировали облако, удерживающее кислород. Кстати, эти технологии, они в настоящее время известны и на Земле. Это все очень, скажем так, засекречено, но кое-что, о кое-чем можно делать определенные выводы на основе науки и знаний, которые подвластны любому человеку. Допустим, сейчас активно ведутся разработки по климатическому оружию. Точно так же в атмосферу поднимают миллиарды мельчайших наночастиц из металла, которые при своем снижении в атмосферу начинают испытывать на себе тепловое воздействие Солнца и разогревать атмосферу. Откуда получены эти технологии, доподлинно неизвестно, но я так подозреваю, что здесь не обошлось без космического следа, то есть воздействия инопланетных существ. Прорывы в геноме, прорывы в медицине, прорывы в науке и технике, все это так или иначе связано с инопланетным влиянием на человечество, поскольку у власть имущих нашей планеты имеется договор с этими существами. По этому договору они могут делать с людьми все, что хотят. Они подчиняются и считают действенным только первую форму договора и не приемлют никаких поправок. А по первоначальной форме договора в обмен на технологии и научные прорывы, которые обеспечиваются инопланетянами, им было разрешено похищать людей с планеты Земля. Просто, по всей видимости, тогда решили, ладно, бог с ним, пускай они делают, что хотят, лишь бы они дали нам технологии, но потом сами правители, сами правительства стран, они ужаснулись от того, что с чем они столкнулись. Это зомбирование, гибридизация людей и подготовка постепенного захвата. Я никого не пугаю, никого ни к чему не призываю, я лишь хочу, чтобы вы поняли, что мир вокруг вас не такой, каким он кажется. Я хочу, чтобы вы знали правду.